Приветствую, друзья! На международной арене не стихают дипломатические баталии, но тем не менее самое важное, конечно же, происходит на поле боя, и можно заметить, каким образом, собственно, наши операторы дронов уничтожают как различные РЛС противника, ну и, конечно же, прочую военную технику. При этом для уничтожения натовских операторов дронов не жалеют дорогостоящих ракет «Элмур», которые регулярно используются на поле боя, и можно заметить, каким образом сейчас очередной расчет натовских дронов просто, знаете, испаряется в месте дислокации. И таких вот ударов в сутки проходит очень и очень много. На этом фоне интересно, что появились уже на фронте конкретно наземные роботизированные лазерные комплексы разминирования. Да-да, вы не ошиблись, это конкретно комплексы, которые могут дистанционно на дистанции где-то 50-100 метров лазером просто нагревать мины и различные взрывные устройства настолько, что они детонируют. И таким образом получается для саперов наших это просто очень и очень хорошая история, потому что таких различных сюрпризов очень много оставляют натовские наемники. Ну а такие лазерные комплексы разминирования, они будут очень и очень кстати. И это, конечно же, сэкономит огромное количество жизней наших российских солдат и саперов, потому что, как-никак, все-таки мины и различные взрывные устройства, это, знаете, очень такая серьезная история. Ну а режимники Зеленского и различные наемники ЧВК ВСУ продолжают активно жаловаться на то, что русская армия все больше и больше использует дроны дешевый Орлан как ретрансляторы и как носители FPV дронов. И таким образом дистанция поражения наших FPV дронов, она просто увеличивается на 10-20 километров. А это, знаете, на поле боя просто очень и очень важная история. И, конечно, таких дронов сейчас будет становиться все больше и больше. Конечно, это будет очень серьезно помогать вести наступательные действия нашей армии, потому что, как-никак, все-таки дроны сейчас это топовое оружие на поле боя, на передовой. Но для того, чтобы натовские дроны и артиллерия, и РСЗО не могли работать по нашей технике, мы видим, что наше тактическое ПВО просто уже в промышленных масштабах наладило уничтожение натовских разведывательных дронов, которые, кстати, до сих пор не могут в полной мере режимники Зеленского и инженеры натовские переделать под некие ретрансляторы, которые могут нести также дроны FPV. Поэтому здесь мы видим, что инженеры наши российские фактически идут впереди планеты всей в плане внедрения в разведывательные дроны новых функций ретранслятора сигнала и, собственно, дрононосцев. Тем временем на речке Днепр и в Черном море очень активно натовская ЧВК ВСУ пытается работать и регулярно посылают свои различные катера с боевиками то на, собственно, левый берег Днепра, то, собственно, куда-нибудь на острова между правым и левым берегом Днепра. И, конечно же, за всеми этими перемещениями серьезно наблюдают наши бойцы. И как только видят такую историю, то сразу очень жестко туда прилетает. Причем туда прилетают как дроны, так и различные минометы и так далее. И выжить там натовским наемникам очень и очень проблематично, и на видео это хорошо видно. Активно работают, конечно, и ВКС РФ, и важно отметить, что не только боевые самолеты, там истребители, бомбардировщики, штурмовики может делать наш ВПК, а, собственно, наша российская промышленность может делать также и спокойно гражданские пассажирские самолеты, и уже конкретно сухой Суперджет-100 серийный, что очень и очень важно, поднялся в воздух уже на российских полностью двигателях ПД-8, ну и наши авионики, и фактически это уже самолет самого такого последнего уровня в плане пассажирских авиаперевозок, и сейчас уже это делается все полностью на российской элементной базе, и таким образом уже фактически задействовано около 140 предприятий для того, чтобы все эти компоненты необходимые присутствовали уже в нашей промышленности в полном объеме, и Российская Федерация могла отказаться от различных западных технологий, которые ранее очень широко использовались, а сейчас от них максимально жестко избавляются с учетом санкционных различных ограничений и так далее. Поэтому сейчас уже на стадии производства серийного около 24 самолетов
Сухой Суперджет-100 уже полностью на российской элементной базе. И очень скоро закончится испытание, и данный самолет можно будет уже увидеть на наших российских авиалиниях. В мире сейчас есть всего несколько стран, которые могут себе позволить, собственно, производить на своей элементной базе даже пассажирские самолеты со своими двигателями, с авионикой и так далее. И в этом отношении это действительно очень и очень серьезный такой рывок вперед нашей вот промышленности. И здесь можно разве что поздравить наши предприятия, которые смогли освоить очень сложные вот различные компоненты в производстве и сейчас уже вот удовлетворили спрос, который очень серьезно сейчас на вот российском рынке перевозок присутствует, потому что, конечно же, в наших реалиях использовать Боинги и Airbus — это, конечно же, очень неблагодарная история. На этом фоне Владимир Владимирович вчера обозначил, что без референдума на оккупированной блоком НАТО территории Украины договариваться будет невозможно, потому что в любом случае, кто бы там ни был подписантом каких-либо соглашений, то режим Зеленского — это просто персонажи, которые давным-давно не имеют вообще никакой легитимности и узурпировали власть. Ну и даже если вот на территории вот Недорейха Зеленского проведут выборы и назначат какого-нибудь туда американца и британца нового гауляйтера, то по факту даже тогда им нужно будет проводить референдум и признавать новые территориальные реалии. Ну и, конечно же, эта вся история предполагает тогда уже полный отказ с точки зрения даже украинской конституции от территорий, которые, конечно же, уже выбрали свое будущее вместе и в составе России. И, конечно, логично предположить, что как только такой референдум на территории Недорейха проведут, то, конечно же, другие области, там Одесская, Николаевская, Черниговская, Киевская, Харьковская, Сумская, они также будут выступать за то, что, извините, ну, коли те области сделали свой выбор будущего вместе и в составе России, то чем мы хуже, поэтому давайте-ка мы тоже проведем у себя референдум по самоопределению и присоединению к России, и это, знаете, очень серьезная угроза, в первую очередь для Вашингтона и Лондона, потому что для них это плохой сценарий, и они таким образом просто теряют свою частную собственность, потому что с их точки зрения вот сельскохозяйственная земля, недра, это все их частная собственность, они уже давным-давно вот на свои корпорации все это дело переписали, а если все пойдет по такому сценарию, то фактически американские и британские корпорации лишатся своих вот этих активов, которые сейчас пока еще контролируют с помощью натовской ЧВК ВСУ. При этом продолжать боевые действия уже не вариант, потому что Третья мировая ядерная война не за горами с такими темпами, ну и санкционное давление повышать уже и Соединенным Штатам Америки, и европейским странам, и Британии уже проблематично, и в этом плане это уже, собственно, вызывает у них внутренние противоречия, потому что Трамп резонно со своей стороны говорит о том, что ну а зачем Словакия и Венгрия покупают российскую нефть и перепродает ее в страны Евросоюза со своей наценкой. Мол, это все, знаете, очень плохо, потому что мы таким образом не можем надавить на Российскую Федерацию. Естественно, таким образом даже Макрон возмущается тем, что, мол, да как Венгрия и Словакия посмела. Но по факту получается, что французские компании в деле покупки российского сжиженного газа сейчас бьют все рекорды, и поэтому Макрон вроде как и говорит, но по факту французским компаниям указывать не может, потому что еще, вот знаете, вот указательный палец до таких масштабов не вырос. И очевидно сейчас с этой ситуацией в Евросоюзе просто не знают, что делать. На этом фоне страны Евросоюза требуют от США ввести дополнительные санкции в отношении России, чтобы максимально надавить на Владимира Владимировича и руководство нашей страны, но здесь также вот засада, потому что для США это означает введение вторичных санкций, вернее пошлин в отношении Китая и Индии и других стран, которые торгуют с Российской Федерацией. Ну, а это уже выстрел в ногу именно американской экономики, потому что вот пошлин с Китаем, Индией, Бразилией просто американская экономика не вывезет чисто физически, и это ее отбросит лет на
15/20. И очевидно, что США по такому сценарию пойти не могут, потому что получается, с одной стороны, Урсула фон дер Ляйен и некоторые страны Евросоюза требуют ужесточения позиции по России, ну а с другой стороны, США просто требуют, чтобы в Евросоюзе перестали зарабатывать на российской нефти, а покупали втридорога нефть у американцев. Поэтому, конечно, все эти противоречия сейчас вылезают наружу, и, конечно, вот с этого можно посмеяться, ну а все-таки в России и в Китае, с учетом наших возможностей, просто вот проанализировали, как нужно правильно вести дела с англосаксами, и просто вот сделали им такой вот политический, экономический гамбит, и одели все это дело Трампу и Урсуле фон дер Ляйен вместе с британским королем просто на голову. Вот, например, Венгрия оправдывается за то, что покупает российские энергоносители, и объясняет, что Венгрия тут не единственная, а много стран Евросоюза, и Испания, и Франция, и Италия, все покупают у России энергоносители, поэтому Венгрия ни при чем, и значит, она для вот Трампа должна быть хорошая, а не плохая. Поэтому сейчас мы видим, что вот такой театр абсурда и вот различной двуликости в Евросоюзе сейчас просто вот, знаете, прям премьера происходит, и в этом отношении вряд ли они о чем-то договорятся. Параллельно с этим мы видим, что даже в Черном море уже находят останки британских ракет Storm Shadows, которые они поставляли режиму Зеленского как некое супероружие, потому что ракеты по технологии стелс делаются, летят супер низко и так далее, и, мол, они чуть ли не вот не поражаемые, а фактически российское ПВО все эти ракеты уничтожает с очень хорошей эффективностью, и сейчас вот уже даже вот эти ракеты не долетают до, собственно, вот своих целей, их даже вот просто над гладью воды просто уничтожают, и сейчас вот некоторые вот водолазы просто вот делают такие видео и показывают нам с вами. На фоне того, что эффективность ракетного вооружения британского сейчас очень таком на низком уровне, мы видим, что сейчас британская монархия занимается тем, чтобы максимально натовской ЧВК ВСУ предоставить как можно больше различных ракетных вооружений. Поэтому сейчас уже активно вот уже пиарили так называемую британскую ракету «Фламинго» дальностью якобы в 3000 километров, которая по факту сейчас мы видим, что не имеет какой-либо эффективности и не может пройти российскую систему ПВО. Также мы видим сейчас уже вот ракеты меньшей дальности с Британии поставлять пытаются натовскому недорейху, и эти ракеты очень напоминают по своим техническим характеристикам вот аналоги, например, С-300, потому что С-300 ракеты часто используют для, собственно, ударов по различным объектам натовской ЧВК ВСУ, и эффективность у них очень-очень высокая, и поэтому в Британии сейчас инженеры пытаются сделать аналог данных ракет и поставить эти вот аналоги вот натовскому недорейху Зеленского. Ну а в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем катастрофический дефицит ракет ПВО, потому что у корпорации, которая производит ракеты к системам ПВО Patriot, уже заказали просто рекордное количество, там более 2000 вообще этих ракет ПВО, потому что склады нужно срочно чем-то наполнять. Ну а с учетом того, что на носу еще одна война между Израилем и Ираном, очевидно, в Израиль нужно поставлять очень большое количество данных ракет, и, собственно, одна беда, эти ракеты очень долго производить, и за год можно произвести только 600 единиц. Ну, а, собственно, при современном интенсивном уровне ведения боевых действий, это, ну, знаете, очень ненадолго. Ну, и эти ракеты, они очень дорогие, потому что каждый такой перехватчик это от 2 до 4 миллионов долларов, зависит от модификации. Поэтому, очевидно, для США это очень такая серьезная финансовая ноша. Примечательно то, что, например, Саудовская Аравия уже вовсю закупает китайские лазерные системы ПВО и уже не замечены были на различных вот военных базах саудитов. А это все-таки говорит о том, что пока американцы гонятся за сверхдорогими своими ракетами Patriot, за их производством, расширением, очевидно, что Китай идет не только этим путем, а успевает также и вот осваивать лазерные системы ПВО, причем очень результативно, судя по всему. Ну и напоследок стоит отметить, что на 8 сентября обозначили онлайн-саммит стран БРИКС
Ну и главной темой, конечно, станет системное противодействие пошлинам США в отношении стран-участников. Ну, а, собственно, это означает очень тяжелые последствия для США, потому что цивилизованные страны мира в таком формате объединяются для того, чтобы дать США системный отпор и наказать американскую экономику за введение подобного рода истеричных пошлин. Можно заметить, что на глобальном уровне агрессивная политика Трампа очень играет на руку странам БРИКС, потому что так серьезно и быстро объединяться они еще все-таки вот не могли ранее. Сейчас вот идет полным ходом такой процесс единения. Поэтому тут Трампу можно, конечно же, поаплодировать. Ну и, собственно, если вот мы переключимся от глобального к частному, очевидно, вот в недоехе Зеленского некий серьезный такой патриот решил угнать машину у ТЦКшников. И у него все получилось. И, собственно, за него, конечно же, можно только порадоваться, потому что раньше их сжигали, но теперь даже вот уже, собственно, угоняют. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. Ну и не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, потому что там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм, как обычно, находится в описании под этим видео. До скорого!